Время 7:36. Да, пора вставать, просыпаться. Так, ну все, собрались, выезжаем. На самом деле шикарное место. Пойдет вообще. Выехали в 9:35. Даже рановато. Да, сегодня, кстати, погодку обещают вроде не такую солнечную. Но тоже будет тепло. Ну, так, под облаками. Ну, может, оно и к лучшему. Я вот руки у меня вчера позагорали, весь день ехал. Да, сегодня даже и кожа не слазит, и пупырышек нету на коже. В общем, все, загар, руки приняли. Вон Катунь течет еще. Ну все, в путь, наслаждаться видами. Красота. Прямо с утра выехал, такая красотища. О, кстати, там еще лесочек есть, вон на склоне горы. И до самой верхушки. Так да, реально уже деревьев мало стало. Вон там еще есть. Как они так растут? Вот прямо же такой отвесной обрыв. Как-то умудряются, зацепляются, растут. Это, наверное, буддийский храм, что ли? Вот это вот. А, музей, храм духовной культуры. Памятник археологии. Чуйский оленный камень. 200 метров. Это вон там, что ли? Ну, заедем, посмотрим. И не я один такой любопытный, он тоже на джипах сюда едут. Давай быстрее их опередим. Святилище Адар-Кая. Чуйский оленный камень.
Здравствуй, камень. Вот ты какой. Камушек. Интересный. Никого еще вот не было. Вот стоило мне приехать, все сразу же сюда приехали тоже. Вот такое совпадение временное. Я зато самый первый посмотрел. Как вас зовут? Андрей, Андрей, меня Данил. Вот такой. катается. Ага. У вас очень прямо красиво. Там сейчас камень посмотрел. Ага, достопримечательность. Рисунки. Ага. Кстати, вот этого дядьку сейчас, которого встретил, это шаман, как он сказал, и зовут его Андрей. Он этот, ко мне раз подъехал такой, ну там недалеко был, подъезжает, спрашивает: Екатеринбург? Я говорю: да, Екатеринбург, мол, я удивился, как так узнала. По ходу дела, да, у него есть какие-то способности. Вот он потом говорит: да, вот у меня вот что-то вертится, Екатеринбург, Урал, типа, ну, молодец, смотри-ка, догадался. Видать, да, сверхспособности какие-то имеет. Ну, раз говорит, что он шаман, то что он обманывать будет? Говорит, всю жизнь живет, привык уже к горам. Для него это обыденность. Так что вот, шамана повстречали. Йодро. Или Йодро. А вот и магаз. Думаю, заехать взять что-нибудь попить вкусненького. Газировочки какой-нибудь. Flash Energy. Ну, это вообще у них газировок никаких не было. Это что? Газировка. Та же самая газировка, просто там больше кофеина и таурина всякого. А вот какие тут вышки сотовой связи. Кстати, МТС просто на всем протяжении Чуйского тракта отлично работает. Связь везде есть. Вот у Антохи вроде Билайн был. Вчера у него связи не было. МТС полная. Интернет хорошо ловит. Так что да, если ехать на Чуйский, то лучше брать МТС. Он тут везде. Да, вот вроде недавно же были знаки, таблички. Ташанта 800 километров, там 500, что-то такое. Ну, 800 вроде было. Но уже 200 осталось. Все ближе и ближе границы с Монголией. Ну что, я думаю, уж через дня 3, наверное, будем в Монголии. Река Сертек. Это, наверное, сейчас поселок будет просто Сертек. Вода просто классная. Я прямо так пью ее из речки и все. Даже не кипяча, вот набрал что. Надо бы, конечно, карту поглядеть, где сегодня закупаться. Продуктов. Там вроде что-то должно быть такое, большой городок. Надо будет не забыть посмотреть.
Ну вот, собственно, Ахбом и проехали, он уже табличка. Такой вот небольшой он. О, даже заправочка есть. Так, наверное, она и не работает. Сейчас старинная. С циферблатом таким стрелочным. О, фонтанчик. Родник как бом. Ага. Так, памятник истории через 100 метров. Обелиск с павшим в боях за советскую власть. А, так вот он. Такое озерко прикольное. Сделали, но лодочка. Чисто почилить на таком маленьком пятачке. Ага, вот он и обелиск. О, гора какая. Камень башка упадет, совсем не живой будешь. О, да. Вот это да, вот эта стена прямо. Ну чё, попёрли. Что там, 700 метров. Приличная высота. Да. Там это постамент какой-то, зелок что ли стоит. Сейчас подъедем, поглядим. Памятник водителю Кольке Снегиреву. Тут такое интересно. Это явно во Вторую мировую что-то было. О, так здесь можно походить, посмотреть. Прикольно. Сейчас это и сделаем. Эвакуатор не нужен. На газельке раз и поехал.
Парковочка. Конечно, беседочки, все дела. Банька вон, походу. О, водопад. Вот так можно остановиться, посмотреть. А это водопад Ширлак. Девичьи слезы. Красота. Тут опять небольшое слияние речек. Река Айгулак. Вот она прямо, да, видно. Айгулак бирюзового такого чистого цвета. Ага. Красота какая. Вот на скале две белых точки, вот слева и справа. Что это такое, я вообще не пойму. Интересно посмотреть. Сейчас, наверное, вниз спущусь немного. И это, ну, зум-камерой посмотрим, что это такое. Реально, вот я их прямо издалека увидел. Это что, снег лежит, что ли? Лед ли? Ну, реально похоже на снег. Так, где вторая штука? Так, ты куда там девалась-то? Ё-моё, потеряла, вон. Это реально лед. А почему так? Вот, снег это, да. Это что там, пещера, что ли? В общем, для меня это загадка. Речка внизу. Да, какая-то загадка природы прямо. Что там снег делает? Почему он не растаял? Вон еще тоже снег. Или лед. Это лед, скорее всего. Какая-то ледяная гора, в общем, вот. Я где-то на высоте сейчас 1500. Я бы не сказал, что там прямо так холоднее, чем здесь.
Да, что-то кушать захотелось. А до ближайшего города, ну, километров 20 еще примерно ехать. Я вот уже 51 проехал. В принципе, неплохо сегодня идем. Речка Яр-Балык. Вот какая. Ох, она как шумит-то. Там, походу, это же как водопад, наверное. О, какая бурлящая. А вода-то какая прозрачная. Красота. Наверное, зря эту воду везу. Тут, не знаю, полно воды. Ну, ладно, что, в принципе, это вообще не ощутимо. Ну, что, у меня тут литра 2 воды может есть с собой. Турстоянка Яр-Балык. Тиньянь. О как. Да, охота уже до города доехать, что-нибудь взять, перекусить. Ну, либо в кафешку заехать, супчика поесть. Только супчика. Остальное бюджет довольно-таки это ощутимо будет уходить. Если всякое мясо брать, второе там. Я, в принципе, в обед и супом наедаюсь спокойно. Вот какая лошадка. Вот так мы это к макушкам подъехали высоких гор. Вон там снега сколько. Ну, теперь понятно, там, видимо, довольно-таки высоко. Это визуально, может, кажется невысоко. Вот видно, как порода выраженная, просто идет слой вот этого большого камушка. Вон у той горы цвет такой отличимый прямо. Какой-то светло-светло-коричневый. Даже как на кремовый похоже, что ли. Какой резкий поворот. На таком повороте надо за руль держаться на всякий случай. А на таком уже можно не держаться. Ну, я имею в виду, хотя бы одной рукой можно держаться все равно. Ну что, заедем по инерции? Ну, заехали, нормально. Новый райончик. Давно не было райончиков других. Улаганский район. Вот что это. Да, в общем, это... Можно и посидеть, короче, вот что. Двух слов связать не могу. Да, передохнем немного. На улице 36 градусов на солнышке нагрелось. Уже 57,5 километров. Ну еще, наверное, километров 10, может больше. До цивилизации. Так-то у меня есть и печеньки вот эти. Но это надо доставать. Ай, неохота. Сладкое есть. Вон у меня сладкие конфеты вот эти. Леденцы есть, если что. Короче, как-нибудь дотянем. А мы приехали из Ангудайского района. Ну да, Ангудай помню. А тут еще один водопад. Река Боки. Боки. Так, ну тебя хоть чуть-чуть-то видно будет, нет? Ну да, немножечко видно. Ну и ладно, хватит. Вон он идет. Ой, здесь прямо такая река. Только она вообще не бурная.
Будто бы даже как стоячая, что ли. В общем, сейчас посмотрел по карте. До Акташа 20 километров. Но перед Акташом будет еще село какое-то Чибит. Так что вот даже не знаю. Ну, зато в Акташе есть магазин Мария Ра. Возможно, даже там и пятерочка есть. В общем, будем закупаться в Акташе. Вот такой план пока что. Да, грандиозный видок, конечно. Чем-то этот Властелин колец напоминает, вот когда они там бегали по горам. Масштаб, конечно, вообще. И вот на самом верху только деревья растут. А тут нет. Тут вообще лесок такой прям. Вот поближе видок этой насыпи. Ну это реально что-то будто бы осыпалось, что ли. Ну да, контраст цветов прямо издалека ощутимо видно. Не как вблизи, а издалека прямо, да, так отличимо. Вот, да, все эти горы вон осыпаются. Там так вообще как щебень, наверное. Три семерочки. Что-то попахивает дождиком. Там прямо видно, вроде как даже идет. И сегодня вроде не обещали дождик как-то. Но интернет может и ошибаться. Ну ничего. Если даже и дождь будет, тепло. Где-то 25 градусов сегодня. Вот такой мостик. Так, ну там вроде впереди уже Чебан. Село. И следующий Акташ. Вон домик строит. Столько баз вот этих кемпинговых домиков. Неужто тут столько туристов ездит? Просто, блин, не знаю, на каждом красивом месте вот база будет стоять по-любому. Где есть пятачок земляной с открытой местностью. Да, видимо, летом в пик сезона тут туристов просто тьма. Это сейчас их практически никого нету. Одни мотоциклисты, ну, на машинах тоже. Ну, я, походу, тут один-единственный на велосипеде в это время еду. А, так это Чибит. А я что-то Чебан. Чебан, это же он, ну, пастух, то есть. Иначе, если говорить. Ого, кто-то себе замок отгрохал. Вот это да. Да, кто-то прямо заморочился, стены такие построил. Вообще прикольно. Вот вода просто из-под земли идет. Понятное дело, что с горы под дорогой проходит. А там вот такую трубу поставили. Самое то помыться, если что, можно прямо встать, как под душем будешь. А вот и кафешка. Ну, на вид вроде как должна работать. А вот он и Акташ.
Хотя до Акташа еще несколько километров. А они тут это чисто заранее поставили для привлечения внимания. Ну что, можно заехать, супчика навернуть. Я так думаю. Ну вот, в общем, заказал борщец. Сейчас навернем борщец. Ну что, ушло 440 рублей. Ну, я думаю, оно того стоит. Борщ очень вкусный. В общем, объелся хорошо так. Сейчас хотя бы в магазине не буду голодными глазами все подряд покупать. Ну все, поехали. Магаз закупаться. Что там, 74 практически километра. Ну, я думаю, сегодня соточка получится однозначно. Новая рекомендация от Упрдор Алтай. Не отвлекайся на природу, смотри на дорогу. Ну, по сути, они правы, да. А мы как бы и то делаем. И на дорогу смотрим, и на природу. Это вот ты когда на машине едешь, ну что, ты пролетел там и ничего не заметил. В принципе, как и на мотоцикле также. На мотике также примерно едешь, как и машина. О, на велике самое то. Все в подробностях, все в мелочах видишь. Каждую елочку, каждую травинку, каждый цветочек, каждый росточек. Вот тем велопутешествие хорошо. Мне вчера Сергей перевел 500 рублей. Ну, на печеньки. Так что, Сергей, если ты смотришь, вместо печенек я твои деньги, можно сказать, потратил на борщ с 4 кусками хлеба и с майонезом. Но наелся я до отвала, конечно. Большое тебе спасибо. Мёный. Или мены. Не, правильно, мёный. Кстати, на кассе у мужичка этого спросил, мол, когда сезон тут начинается, вот пик прямо сезона. Он сказал, через месяц. Говорит, пробки, машины, встать некуда. Ну вот реально, походу, в пик сезона, это июль месяц, видимо, тут реально эти все домики занимают. Перевал Кату-Ярык налево. Но мы туда не поедем. Так вот, если подумать, вот эти же все кафешки, которые здесь есть, они все по-любому вон в Марии Ра закупаются. Делают бизнес. Ну что, это сетевой магазин. Ну вот, собственно, и центр Акташа. Сельский дом культуры. КБшка. Кстати, можно за нулевочкой в КБшку заехать. Если что. Что-то я такое даже не видел еще ни разу. Конину тушеную. Возьмем одну на пробу. Все, грузимся. Ну, где-то 800 там с копейками получилось. Этот Акташ, можно сказать, как островок цивилизации. Ну, в плане инфраструктуры, магазины там всякие, магазины одежды, там красно-белое. Все, в принципе, есть. Самое такое необходимое. Ну да, тут я представляю, когда пик туризма, тут, наверное, просто жизнь кипит. Да, к Ташанте завтра уже в упор подъедем. Улаган какой-то, 56 километров налево. А, ну там перевал, там была табличка какая-то, но какой-то там, в общем, перевал еще есть. В ту сторону. А вот интересно, есть там асфальт? Че-то я сомневаюсь, что там есть асфальт. А может и есть, кто его знает. Так, ладно, надо в интернет залезть и посмотреть, что кого там, поотвечать на сообщения. Созвонились с Антохой, он нашел какое-то там место, ну, еще до него 36 километров не ехать. Там, говорит, обалденный вид, это я так посмотрел по карте, это какая-то деревуха Курай будет. Ну, вот примерно до туда 35 километров ехать, там тоже смотровая площадка. Ну, сказал, типа, езди палатку поставить. Вообще неплохо.
неплохо, неплохо. Ну что, вот у меня 78. Ну, будет больше сотки будет. Но это надо постараться, конечно, еще до туда доехать. Такая петляющая дорожка. Прикольно. Зигзагом. Туда-сюда, туда-сюда. Люди тоже отдыхают. Вот там вообще посерьезнее горы пошли. Вот какие белые шапки. Красота, да. Обалдеть. Мне интересно вообще это... Ну, за лето да растают или... Постоянно они такие там наверху. Какая же там высота-то? Нифига. Вот здесь, ну, просто кусочек белого там. И все. А там просто конкретно снег. Просто заглядение. Я вот просто не отвожу глаз от этих гор. Такая красота. Белые шапки. Ага, тут еще походу один водопад. Так, я бы водички набрал, конечно. У меня вот этой зелененькая да закончилась уже. Так, и где набирать? Все, он что-то обвешали тряпочками. Ну, это традиция, видимо, какая-то. Ага, вон он. Ну, да, такой антураж создает. Эти повязочки, фонтан вот. Ох, подъемчик нас ждет. 10%. Я нахожусь на высоте 1940. И набрал высоты уже за сегодня. 1255. Обалдеть. Больше, чем предыдущие дни, когда я на перевалы залазил. Там даже 1000 не было. Сегодня рекорд по набору высоты. Соточку бы сделать, вот 105 если сделаю, я приеду до того места, ну что вот Антоха показал. Он как бы там тоже хочет оставаться сегодня. В принципе, можно попробовать доехать. Но если... Но это Алтай. Если сейчас горы пойдут одна за другой, вот как вот сейчас бывает, 10%. Ну так, я аж подспотел в него залазить. Там вот эту соточку, да, можно вообще и не сделать, в общем. Вот к чему я. 8 соток. Но сегодня 3 семерочки тоже проезжали. Да, видок потрясный, конечно. А вот белые макушки уже вблизи. Все ближе и ближе к ним подъезжаем. Красотища-то какая. Тут все зеленое, зеленое. А там снег наверху. Да, вот здесь надо обязательно фоточку сделать. Такая панорама.
болото вовсе пошли. Вот сколько кочек. Да уж, на Алтае даже болото есть. Вот они. Да, тут, конечно, лес дремучий прямо. И там болото внизу. Лес такой непроходимый, как в какой-нибудь сказке. Таинственный дремучий лес. Вот оно, болото. Это не река, стоячая вода. Это просто ветер дует, создает эффект волны, якобы течет. Кош-Агачский район. Вот куда мы заехали. Ну, предупреждение, камнепад. Ну чё, почти сотка. Чуть-чуть осталось. Сейчас где-то с этой горочки сотку и возьмем. Соточка! Вот на таком красивом месте. О, 4. 5. Еще один. Здорово, здорово. Целый конвой. Хороший подъемчик, скажу так, был сейчас. Ну что, мне до метки, что Антоха скинул, где-то километра 6 осталось. Так что, ну что, доедем. Получится где-то 110 километров на сегодня. И набор высоты 1410. Это сегодня рекорд, да. Время 7:42. Ну, где-то через часа полтора уже темнеть будет довольно сильно, если уже не темно будет. Так что да, вот я не знаю, что он там за место нашел, лишь бы там дрова были и вода. Я как бы воду весь день везу. Если что, вода будет на чаек, на кофеек. Я же кофеек сегодня взял, буду кофеек пить, да. Но вначале приехать надо покушать. Я, наверное, бич-пакет сварю. И тушеночку за раз всю съем, вот эту конину, что взял. Потом кофеек. С печенюшками, что. Ну вот, что я вчера брал тоже, у меня там еще прилично осталось. Так что сегодня вечерок балдежный будет. А вот он что скинул там локацию, там, ну тоже смотровая обзорная вышка какая-то есть, точка. Ну, короче, там вид должен быть просто огонь. Вот, все. Ну ладно, хватит болтать, надо ехать, а то скоро уж стемнеет. Да, Антоха написал, короче, там у одного байкера на BMW что-то байк сломался, он решил им помочь. Поехал в населенный пункт и, в общем, сказал, что он, скорее всего, не успеет, либо вообще не приедет. Но когда это все сделает, я не знаю. Ну, я ему сказал, типа, в вашу сторону там колонна байкеров проехала. Если что, может и помогут. Ну, в общем, он да, помогает. Помогать надо все равно, конечно. 18,2 градуса. Вот ветерок дует. Прямо, можно сказать, с этих гор. Он такой бодрящий, холодный. Ну что, я уже думаю, надо хотя бы флиску одеть, что ли. Или термуху. Ну, что там первое попадется. Да и сориентироваться, что куда ехать. Мне тут километра 3 осталось, что он скидывал точку. Вот, к примеру, вот этот лесочек. Заехать, что ли, посмотреть. Это вроде есть ровные площадки. Да, тут вода, конечно. Такое себе место. Ну, в общем, надо сейчас походить, поискать. Где-нибудь вот. Вот такие шишки. Сегодняшняя ночевка
Будет, наверное, одна из самых красивых на вид. Вот какие горы. Вот такое вот местечко нашел. Оттуда ушел, там болото, коряги, нафиг. Вот здесь вроде ровненькое местечко такое. Где-нибудь вот здесь можно и палатку поставить. Так, ну пока хотя бы что-то видно, а то уже довольно-таки быстро темнеет. Вот такое местечко, в общем, нашел. Ну, чуть еще подальше отошел. Сегодня будет костерок с видом на такие горы. Тут как раз кирпичи лежат. Я поставлю, ну, квадратик сделаю. Тут сидеть можно будет. Дров умотаться, вон их сколько. Они все сухущие. Вон. Гореть будут только так. Наверное, реально самый красивый день. Если бы еще не туча, вообще было бы шикарно. Тут такая лавка, деревца. Он уже тут давно лежит. Вот прямо с него можно дрова брать. О, тепло так от костра идет. Хорошо. Костер вообще бездымный полностью. Ну что, все сухущее. Ладно, что, надо еду начинать готовить. Ну, кстати, это походу реально конина. Жир такой же, как у Кублея был. Все, давай ее тоже на разогрев. Так, что будем кушать? Ага, у меня вот такая есть лапша. И еще я одну сегодня взял. Вот такой вот роллтон. Ладно, биг-ланч посидим. Потом кофеек со сгущенкой. Круто. Вот как раз пока будет лапша завариваться и тушенка согреется уже. Ну, уже стал он бурлить. Конина тушеная. Ну что, попробуем. Что это за конина? Ну, мясо, кстати, есть нормально вообще. Пойдет. Блин, а вот я чек не взял. Забыл, сколько она стоит. Давайте, приятного аппетита. Не, и вам, если что. Ну, вот такая. Ну что, повторюсь, Кублей намного лучше. Да. Ну что, пора подводить итоги. Антоха что-то не отписался. О, прочитал сообщение. Ничего не ответил, не знаю. Приедет, не приедет. Приедет, так приедет. Нет, так нет. Ладно, что. Ну, место просто балдеж. Вообще офигеть. Не знаю, камера видит эти горы или нет. Но их до сих пор видно. О, завтра с утра такие, наверное, будут прекрасные виды. Если еще солнышко будет светить. Тут еще интернет 4G, полная связь. Так, я вот хочу посмотреть, сколько сегодня набора высоты было. Это реально прямо рекорд сегодня должен быть за все путешествие. Так. Проехали 108. 7 часов 40 минут ехали, средняя 14. Ну, в принципе, пойдет. Что? 7, 8, 9. 9 часов 11 минут. Все, уже темно. 15 градусов. Так, мы на высоте 2059 метров. 1460. Ну, нифига себе, блин. Я когда на перевал ездил, не было такой высоты. Ну реально, 1460. Еще 108, да, километров проехали. Ну сегодня прямо достойный результат, да. Ну, у нас зато сегодня, благодаря этому результату, будет пирушка. Ну как, вон лапша уже, она все согрелась. Сейчас это съем. Вот такой еще хлеб брал. Прямо целая булка нарезанная. Что нам хлеб белый из пшеничной муки второго сорта, резанный. Ну понятно. Ну, он главное мягкий, свежий. Пойдет. И кофеек, да, кстати, вот такой кофеек взял. Nescafe Gold, тоже маленькая пачка. И сгущенка, но она что-то вроде это не самая дешевая. Цельное сгущенное молоко с сахаром. Алексеевское, 8,5%. О, сейчас у меня будет просто пирушка.
с этими там, как его, печеньки или что, ну, мягкие печеньки. Вот будем их кушать. Ну все, я что кушать? Естественно, это все сейчас сюда пододвину и буду сидеть на лавочке и кушать. Ну, на лавочке, на бревне буду сидеть и кушать. Подкину дровишек и буду наслаждаться вот таким видом. Ну, в общем, камеру я, наверное, включу, если Антоха приедет. А если не приедет, то, в принципе, все. До завтра. Пока. Ну, все-таки приехал. Я уже не рассчитывал, что ты приедешь. Я, если честно, устал, капец. Да? 423 километра. Нифига ты даешь. Для меня это очень много. Да, конечно. А я 108 сегодня проехал. Сейчас заглушу. Давай, ну.